В игре Roblox Horse Life вышел релиз, а еще они добавили лор. Давайте узнаем, что это за мир такой в жизни лошадей. Это Рион. В древнем мире это Ирона. Люди и лошади жили в гармонии. Их узы укреплялись связью, которая позволяла сотрудничать и понимать друг друга. Этерон был покрыт пышными яркими пейзажами, и повсюду кипела магическая энергия. Дух лошадей. Мифические духи, которые редко проявляются перед лошадьми или людьми. Они подобны богам и наблюдают за балансом мира, хотя не могут напрямую вмешиваться. В остальном способности духа лошадей безграничны. Каждый дух лошади представляет собой нечто важное в мире, от сельского хозяйства до самих стихий. Когда мир страдают и духи лошадей. Духи, спириты, служили создателям лошадей, постоянно создавая новых лошадей-компаньонов, которые могли бы сотрудничать с людьми инновационными способами. Spirit Blessing – духовное благословение. В некоторых деревнях люди под бдительным оком духов часто получали драгоценные дары, изменяя саму свою анатомию или исполняя свои самые сокровенные желания. Такие благословения особенно даровались группам людей, которые проявляли глубокое почтение к божествам. Именно из этих божественных даров возникла безграничная и разнообразная раса гибридов человека и лошади. Первые лошади. Вначале каждая лошадь обладала уникальными магическими способностями, отражающие разнообразие природы. У них были свои собственные сложные верования, язык, сочувствие и эмоции, зачастую столь же динамичные, если не более динамичные, чем у людей. Под руководством духов лошадей, которые защищали их и даровали им божественные дары и мудрость, связь между спиритом, лошадью и человеком олицетворяла абсолютную гармонию и баланс. Жители Этерона. В гармоничном мире прошлого человеческие расы и лошади жили в симбиотическом единстве, где цивилизация плавно переплела свои поселения в природе. Транспорт в значительной степени опирался на лошадей, которых почитали как партнеров в повседневной жизни, и они тянули экипажи по извилистым дорогам. Отношения между людьми и лошадьми строились на взаимном уважении, и каждый признавал жизненно важную роль другого в поддержании естественного баланса. Вместе они возделывали землю, способствуя общему пути открытия и роста, основанному на сотрудничестве и сочувствии. Чародейское господство. Волшебный Доминион, возглавляемый Орионом, представляет собой мощную коалицию амбициозных магов и воинов, стремящихся использовать огромные магические энергии мира в своих корыстных целях. Движимые жадностью и высокомерием, они верили в свое право контролировать и эксплуатировать эти ресурсы, не обращая внимания на последствия. Рассматривая гармоничную связь между людьми и лошадьми как препятствие, они стремятся доминировать над природой и обществом. Конец Этерона. Катастрофическое событие, вызванное безрассудными действиями тайного Доминиона, привело к широкомасштабным разрушениям. Неизвестно, что произошло с жителями и архитектурой Этерона. Итак, главные герои. Аурелия – мудрый и могущественный воин-маг, ее сила – магия льда. Александр. Доктор Александр известен большинству просто как Алекс, блестящий ученый и археолог, движимый жаждой знаний и желанием понять, что привело к падению мира. Лирика. Странствующий бард обладает редким даром, ее проникновенные мелодии и увлекательные рассказы служат единственным каналом общения с лошадьми. Сердцем столь же диким, как и у существ, которых она лелеет, она бродит по земле в поисках вдохновения и приключений. Орион – последний кентавр, проклятый на бессмертную жизнь, причина падения Этерона и демонстрирующий силу магии огня. И вы, игроки, как вы вообще сюда попали? Ну что ж, думаю, нам лучше позаботиться о тебе сейчас, говорится в лоре. Эдвория после катаклизма. Лишь остатки старой архитектуры намекают на прошлое. Лошади посткатаклизма. После катастрофического события мир лошадей претерпел значительные изменения, физические и эмоциональные. Это означает, что все гуманоидные расы больше не могут каким-либо образом общаться с лошадьми. Текущий канон видов. Сатиры.
Это гибрид лошади и человека с лошадиными ногами, ушами и быстрорастущими волосами. Сатиры сами приобретают ловкость лошадей, обладая упругим и быстрым характером. Они преуспевают в социальном взаимодействии и более склонны к рождению близнецов или тройняшек, чем любой другой вид. Сатиры от природы обладают разнообразными навыками и быстрой обучаемостью, хотя им не хватает магических способностей, которые они восполняют в своей работе. Хотя сатиры нередко обладают некоторыми магическими способностями. Аурикорны – это гибриды единорога и человека с рогом на голове в стиле единорога, чрезвычайно мощными магическими способностями и длинными тонкими конскими ушами. Аурикорны – невероятно редкий вид гибрида человека-единорога, поскольку их наделенные магией тела могут затруднить рождение детей. Несмотря на это, магия, глубоко укоренившаяся в их клетках, делает аурикорнов одними из самых могущественных видов на планете. Кентавры – это тело лошади с человеческим туловищем, и они обладают мускульное телосложение и сильные магические способности. В золотые века Этерона лошади оттачивали чрезвычайные магические способности, даже если это не проявлялось в их внешности. Кентавры не были исключением и обладают естественной склонностью к магии. Кентавры, естественно, паслись большими группами и были в основном кочевым видом, поскольку они не чувствовали себя привычным к человеческому образу жизни, живя в сообществах с жильем. Кентавры в качестве своего убежища перестают путешествовать по ночам и ставят большие палаточные конструкции, чтобы защититься от дождя и других непогод. Эти NPC путешествуют по карте, если их нет в городе, вы увидите вот такую табличку. Их можно найти на разных местах карты. Вот как мы уже бегали с вами и увидели, в каких местах они стоят. Алекс стоит рядом с буйволами, если его нет в этом месте. Итак, NPC, которые у нас есть, они стоят, с которыми можно взаимодействовать, они стоят в самом городе. Вы можете видеть Лерика, это сатир Бард. Аурелия – это боевой маг-воин, ей более 200 лет, ее личность сурова, но умна, коллекционер магических книг и мастер зельеварения. Никакие магические способности не смогут ускользнуть от ее огромного мастерства. Алекс – отец средних лет, известный своим знанием истории и умением находить редкие артефакты. Он обладает замечательной дальновидностью, когда дело доходит до поиска сокровищ. Алекс – это NPC, который любит помогать игроку и рассказывает одни из лучших папиных шуток в городе. Орион – NPC лидер зла. Пока с ним взаимодействовать нельзя. Со всеми NPC можно взаимодействовать, прокачивая с ними репутацию. И когда репутация достигнет больше 25%, вы можете зайти в их магазин. Но нельзя сразу с ними заговорить. Нужно пройти определенное количество квестов, тогда они разблокируются, и можно будет с ними качать репутацию. Эти NPC, если их нет в городе, они путешествуют по карте. Они могут быть в абсолютно разных местах карты. То там, в разных местах. Либо искать, либо ждать, когда они появятся в городе. Чатиться с ними и прокачивать, соответственно, репутацию можно раз в несколько часов. Вы можете в своем журнале найти доступ к этим квестам. Вот для начала, чтобы получить доступ к Алексу, нужно бисерсов квест закончить. А здесь на юникорнов. На карте вы найдете бисерсов в каньонах, в горах вы найдете капрайнов, эквисы обитают в биоме Сакура болота. Пони находятся на склоне гор. Еще скоро должны появиться келпи, а еще давно говорили о добавлении киринов. Единороги, они редкие, и их можно найти на пляже и в этих местах горгульи. Ну и еще они вообще по всей карте. Если вы хотите найти лошадь с крыльями, это не отдельный вид. Это любая лошадь, которую мы только перечислили, любая абсолютно из вот этих лошадей, просто у нее добавлена мутация. Мутация крыльев. Отдельно как летать на лошади и про зелья в нашем другом видео. Вот такой вот необычный лор для этой игры. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Удачи вам и пока!